И я попытался зайти против них, но допустил ошибку. Под конец вот началась какая-то нереальная волатильность. Я морально был готов к тому, чтобы потерять большую часть своего депозита, но, к сожалению, я этого не сделал. Привет, буду начинать новую торговую сессию. Вижу, что на рынке у нас есть новые монетки, которые залистились, по идее там волатильность сейчас очень большая. Еще несколько других монет интересных, так что думаю, получится заключить парочку интересных сделок. Начинаю сегодня я с баланса на таком же, на каком закончил вчера, $97. Риск на одну сделку у меня составляет 3% от депозита, риск на всю торговую сессию 10%. Открыл первую сделку, новая монетка, она сейчас очень сильно летит, и в моментике тут она движется вот такими какими-то небольшими волнами. Вот. Ну, это на минутке чисто. Небольшой рост, падение, рост. Вот здесь тоже была похожая ситуация. И мне показалось, что в моменте тут что-то похожее формируется. Был рост и начали замедляться. Именно поэтому я открыл. Именно поэтому я открыл здесь лонговую сделку против таких трейдеров, которые вот здесь открывают шорт. Попытаюсь взять небольшое там движение вверх на 1-2% движения. Но она очень волатильная и очень большие шансы словить здесь стоп-лосс. Поэтому постараемся быстро все это делать. Но в любую секунду, в принципе, меня тут может сейчас закрыть. Надеюсь, все-таки перед этим мы сходим немножко вверх. Но нет. Первая сделка закрывается у нас по стопу. Открыл еще одну сделку по этой же монете. Посмотрим, как она себя поведет. Она довольно-таки сильно начала падать. Я решил все-таки рискнуть еще одним стандартным стоп-лоссом. Но, похоже, кстати, зря. У нас уже понемножку поджимается к стопу. Да. Еще одна сделка закрылась в убыток. Открыл еще одну сделку по этой же монете. И, похоже, не зря уже полетела у нас в сторону тейк-профита. Я пока еще не выставил. Тут была возможность у трейдеров открывать шортовые сделки с минимальным стоп-лоссом. И поэтому давайте выставлю свой тейк-профит за ближайший максимум. Была у трейдеров возможность открывать сделки, поставить стоп-лосс за ближайший максимум и брать потенциально большое движение вниз. На этом фоне открыл лонговую сделку и допускаю возможность, что трейдеры ставили сюда свои стоп-лоссы. На сборе их стоп-лоссов я и хотел заработать. Да, сделка закрывается у нас по тейк-профиту. И по идее мы с нее вернули все потери за две предыдущие сделки. Отличная сделка. Открыл еще одну сделку по вот этой вот монете. Мы сейчас находимся в нисходящем движении и понемножку подошли к уровню поддержки. Она постепенно, этот график постепенно поджимается к нему и создается впечатление, что мы спокойно можем пойти дальше и опуститься вниз. Мы видим, что все попытки, которые были у нас откупиться, они постоянно продаются и опускаются вниз с тех значений, с которых начинался рост. На этом фоне, как мне кажется, трейдеры будут более активно открывать шортовые сделки по рынку и попытаются ловить какое-то дальнейшее движение вниз. На этом фоне я хочу взять буквально от обновления максимума сюда в этот диапазон 17.90 и, скажем так, заработать на стопах трейдеров. Потому что, скорее всего, если трейдеры заходят в шорт, то ставят они за ближайший максимум. Там я и поставлю свой take profit. Okay, let's go. Подходит у нас к стоп-лоссу. Да, закрыла эту сделку в убыток. Хотя в ней пришлось посидеть довольно-таки долго. Но ничего страшного. Такое бывает. Открыл еще одну сделку. Но, скорее всего, я тут допустил небольшую ошибку и поставил очень короткий стоп-лосс.
Поэтому вполне возможно, что меня может закрыть каким-то резким импульсом. Но я увидел здесь, что мы находимся в нисходящем движении, и цена движется плюс-минус очень предсказуемо. Есть какие-то падения, потом отскок, падение, отскок, и так очень много раз происходило. Тут очередной раз было падение, и началось замедление. Мне показалось, что некоторые трейдеры могут попытаться ловить этот отскок, и я попытался зайти против них, но допустил ошибку. Поставил очень короткий стоп-лосс, и меня просто только что выбило каким-то сквизом. Решил был перезайти, и похоже не зря. Все-таки пошло движение вниз. Также поставлю коротенький стоп-лосс, и тут возможно даже придется быстренько закрываться. Это движение, что-то я смотрю, очень динамичное. И, наверное, подготовлю быстренько нужный объем на закрытие. Так, смотрим сколько процентов. Уже 2% движения вниз дало. Но не знаю. По идее, возможно, стоит закрыться. Уже и профит неплохо везет. Но в идеале хотел бы обновление вот 41 круглое число. Вполне возможно, что там также поставили какие-то стоп-лоссы. И в теории на обновлении 41 было бы намного лучше закрываться. Поэтому, наверное, немножечко посижу, подожду. Есть, конечно, небольшой шанс, что мы закрыл сделку руками. Эта сделка принесла в ТИУ очень хороший профит в процентном соотношении и отбила все потери перед этим. Что отличная сделка. Решил еще раз здесь открыться, но в этот раз стоп-лосс уже чуть подальше. Логика, в принципе, похожая. Мы движемся в нисходящем движении и определенным, скажем так, определенными паттернами, ну типа волнами. И вот сейчас мы очередной раз опустились вниз и начали понемножку замедляться, и есть у трейдера возможность открыть лонговые позиции, брать какой-то откат, разворот или еще что-то, при этом не рискуя особо большой частью, и, как мне показалось, тут отличная возможность для трейдеров заходить в лонг. Плюс есть круглое число 40 центов, и на нем в теории, в принципе, можно очень даже хорошо за него поставить свои стоп-лоссы. Именно поэтому я и открывался здесь на половинку своего стандартного объема, но и стоп-лосс поставил чуть подальше. Хочу поставить take profit на обновление вот этого круглого числа. Есть большой риск того, что нас сейчас закроет, но в принципе сделка была открыта по моей стратегии, абсолютно верная, и в любом случае такие сделки у меня чаще закрывались в take profit. Так что да, к сожалению, тут получил стоп-лосс, но ничего страшного. Открыл еще одну сделку по монетке IOT. Она сейчас довольно-таки сильно растет, и на фоне этого роста мне показалось, что большинство трейдеров будут открывать в приоритете лонговые позиции по тренду. Тут у нас был какой-то, скажем так, сильный импульс вниз, и на общем движении он воспринимается как откат, после чего его очень резко выкупили. На этом выкупе цена немножко приостановилась, и мне показалось, это знак того, что дают трейдерам открывать лонговые позиции на продолжение движения, так как был очень сильный выкуп и сигнал, что движение может продолжиться. Также абсолютно понятно, куда поставить можно свой стоп-лосс за ближайший минимум, он относительно недалеко, и на этом фоне, мне кажется, я открылся против большинства трейдеров и поставлю свой take profit на обновление минимума там, где в теории стоят стоп-лоссы трейдеров. Случился импульс вверх, и меня, к сожалению, закрыло по убытку. В моменте мне показалось хорошим решением поставить стоп-лосс побольше, но, как мы видим, это была ошибка, и импульсом нас забрало. Открыл еще одну сделку по монетке XPL. Сегодня я по ней уже заключал несколько сделок. И тут у нас довольно-таки интересная ситуация, но, кстати, у нас уже понемножку поджимается к стоп-лоссу.
Да. Похоже, сейчас меня закроют. Кстати, прошлая сделка у меня закрылась, потому что биткоин очень сильно вылетел вверх, и там просто собрали все стоп-лоссы, и все монеты просто сейчас начали резко лететь вверх. На этом фоне мне показалось, что вот эта монета будет падать, но это была вообще ошибка, и все аргументы, которые я себе в голове придумал, они были ошибочными. Снова открыл по ней шортовую сделку. Это уже у меня начались нарушения. И нужно, по идее, завершать торговую сессию. Я уже достиг лимита по балансу. Уже достигнут лимит, который я должен при превышении останавливать торговлю. Но, к сожалению, такие у меня торговые сессии случаются. И думаю, прямо сейчас, анализируя, почему я продолжаю торговать, тут прям могу сказать, что несколько факторов повлияло, что я начал нарушать. У меня, во-первых, торговая сессия, обычно там час-два, это уже длится примерно часов 5, наверное. Просто не было особо никаких сделок. В одной сделке я сидел очень долгое время. И плюс под конец вот началась какая-то нереальная волатильность на биткоине, и все монеты за ним начали быстро ходить. На этом фоне мне показалось, что если рынок волатильный, у меня на волатильности больше всего работает моя стратегия, и именно поэтому я захотел продолжить торговать, хотя, по идее, я достиг своего лимита по убыткам и должен был прекратить торговлю. Но, к сожалению, я этого не сделал. И сейчас мы видим, что у меня есть большие шансы вообще потерять. Вот у меня, например, висит сейчас профит в $10. Это больше 10% к моему балансу, но я почему-то не прекратил торговлю. Все, я лучше закрою эту сделку, не буду рисковать. У меня вот сейчас примерно тот баланс, с которого мы начинали. И я думаю, только это меня сейчас спасло. Потому что я морально был готов к тому, чтобы потерять большую часть своего депозита, либо же там процентов 20-30. Спокойно мог отдать, если не больше, если бы вышел в кураж, я не знаю, там, может, потерял бы намного больше. Если так быстро, навскидку, проанализировать, почему я это сделал, как я сказал, потому что торговая сессия длилась намного дольше обычного, плюс началась нереальная волатильность, и в какой-то момент я уже понемножку там стоп переставлял, еще что-то, но такие мелкие нарушения, которые все в сумме дали вот такой результат, что я был готов рисковать очень большой частью депозита. Только одна сделка, которая вернула меня изначальный баланс того, с которого я начинал сегодня торговать, мне, как кажется, меня это спасло, и дальше я уже не буду торговать, я сейчас закрою терминал и пойду отдохну. Давно у меня не было таких торговых сессий, наверное, больше месяца. Я плюс-минус спокойно торговал, без эмоций, но вот такие моменты тоже случаются, и в этот раз мне повезло. Так что вот так вот. Спасибо, что посмотрели. Видео, наверное, получилось не самое короткое на моем канале. Но вот так. Заканчиваем мы торговую сессию. Давайте вот сейчас с балансом 98, кажется, долларов. Так. Да, баланс 98. И, наверное, даже на сегодня больше торговать не нужно. Я обычно делаю там 2 торговые сессии, одну утром, одну вечером, но чувствую, что сегодня нужно отдохнуть. Так что вот так вот. Рынок весь начал лететь. Конечно, да, типа в такие моменты хочется открывать сделки, поторговать, но все-таки чувствую, не нужно это делать, нужно успокоиться и отдохнуть. Так что все. Всем спасибо за просмотр.